Сегодня мы отмечаем благоприятный день явления Его Божественной милости Ачарьи Бхактиведантой Свами Прабхупады, who is the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Ачарья основательной Международного общества сознания Кришны. The society is meant to help us become conscious of Krishna again. Это общество предназначено для того, чтобы восстановить наше сознание, осознание Кришны. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Bhogaishvaryam prasaktanam taya parita chetasam vyavasayatmaka buddhi samado navidiyate. For those whose minds are distorted, Bhogaishvarya prasaktanam, so those who want bhoga, sense enjoyment and material opulence. Кришна произносит в Бхагавад-гите эти слова, которые означают, что те, кто привязаны к чувственным наслаждениям и роскоши, they won't be able to concentrate their minds on Krishna. Они не смогут сосредоточить свое сознание на Кришне. Nasamo diyate. So sama means when the mind is not disturbed by material circumstances. Вот это слово «сама» или «самадхи» означает, что наш ум не отвлекается ни на что из-за внешних обстоятельств. So this is one of the sciences that the Acharya teaches. Это наука, которая лежит в основе учения ачарьев. One who's actually conscious of Krishna is not disturbed under any circumstance. Тот, кто в действительности осознает Кришну, никогда не приходит в беспокойство ни от каких обстоятельств. Guru napi vichalyate. Even heavy, difficult circumstances. Даже наиболее сложные обстоятельства не выводят его из равновесия. How many people at the age of 70 Если взять людей, которым уже под 70, would get on a boat, cross the ocean, кто из них бы сел на корабль и пересек океан, without knowing anyone on the other side of the ocean, при этом не зная никого в том месте, куда он плывет, на той стороне океана, with 40 rupees, всего лишь с 40 рупиями в кармане, and tried to spread Krishna consciousness. пытаясь распространить сознание Кришны. So Prabhupada said, when he got there, he thought, Prabhupada, Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, к нему пришли мысли. He thought that when I get there and I tell people that you have to follow four regular principles. Когда он плыл, он думал, что я обращусь к людям и скажу им, что им следует следовать 4 регулирующим принципам. No meat. Не вкушать мясо. No fish. Рыбу. No eggs. Яйца. No illicit sex. Никакого незаконного секса. No intoxication. Интоксикации. No gambling. Никаких азартных игр. They'd say, Swamiji. И они бы ответили. Please go back to India. Они ответят, знаете, с вами же, возвращайтесь назад в свою Индию. Prabhupada even thought that when he goes to America, there won't be any food to eat. Прабхупада даже думал, отправляясь в Америку, что по сути дела там нечем даже будет питаться. He thought all the Americans eat is meat. Он думал, что единственная пища в Америке это мясо. So he took one trunk full of books. И он взял с собой один лишь чемодан, наполненный книгами. And he took one trunk full of rolled oats. Oats. Овсянка. И он взял с собой также чемодан овсянки. In case there was nothing to eat. И если там нечего было больше есть. And when he arrived there, he was quite surprised. Но когда Шрила Прабхупада приехал на место, он был удивлен. They had actually some vegetarian food. На самом деле там были овощи, вегетарианская пища. Although it was very expensive. Хотя все это было очень дорого тогда. Compared to India. В сравнении с Индией. Prabhupada didn't arrive in America. He wasn't in America. He wasn't in India. He was always in the spiritual world. Но на самом деле Шрила Прабхупада не приехал в Америку физически, в душе своем всегда оставался в Индии, в духовном мире. As Maharaj Yudhishthira told Vidura when he saw Vidura, Когда Махараджа Юдхиштхира встретился с Видурой, он обратился к нему. Bhavan Vidas Bhagavatas Tirtha Bhutak Swayam Vivo
Tirti Kurvanti Tirtani Swantakstena Gatavrataha. That saints like yourself, they're verily holy places of pilgrimage. Он обратился к нему с этими словами, что такие святые, как ты, они сами подобны местам паломничества. Because wherever you go, you make that place into a place of pilgrimage. Потому что куда бы вы ни отправились, куда бы ни попали, это место становится местом паломничества. Because you carry the Supreme Lord in your heart. Потому что вы несете в своем сердце Верховного Господа. So for us, this is inconceivable. Для нас все это непостижимо. And if we think we can conceive of it, we're wrong. Если нам кажется, что мы можем понять в этом что-то, мы глубоко ошибаемся. We cannot imagine what it's like to actually be situated in full consciousness of Krishna. Мы не можем себе даже представить, каково это быть полностью сознающим Кришну. But Prabhupada was on that level, is on that level of consciousness. Но Прабхупада был и есть именно на этом уровне сознания. And being on that level of consciousness, he was able to act as a perfect instrument for Lord Chaitanya and his spiritual master. И будучи на этом уровне духовного сознания, он был совершенным инструментом в руках Господа Чайтаньи и своего духовного учителя. And his principal mercy is coming down through his books. И прежде всего, милость Шрилы Прабхупады приходит в этот мир через его книги. In that song that we sing, Shri Guru Charana Padma, В этом баджане, который мы поем с вами, Шри Гуру Чарана Падма. so part of it says, we sometimes translate from him, Chakshusan Dilo Ye Janme Janme Prabhu Se Divya Gyan Hriday Prakashita. Есть вот эти слова. So he who has opened my eyes with the divine knowledge, he's my Lord birth after birth. Они обращаются к духовному учителю, моему господину из рождения в рождение, который открыл мои глаза трансцендентным знаниям. And the actual translation that follows that, by that divine knowledge, ignorance is destroyed. И перевод там также следует, что благодаря этому трансцендентному знанию полностью рассеивается все мое невежество. And prema bhakti is revealed within the heart. И сердце восходит прямо бхакти. What's important is that all those words coming down through the succession. Очень важно понимать, что все эти слова приходят к нам через ученическую преемственность. And those words are explained in many different ways. И эти слова объясняются по-разному. But ultimately it's up to us to hear those words from many different angles. И в конечном счете это наша задача услышать все эти слова с разных ракурсов. And then try to accept and understand, try to understand them and accept them. Постараться понять их и принять. Chaitasa sarva karmani maya sannyasi matparaha buddhiyogam upashitya machita satatam bhava. That in all activities and for the results just depend upon me. Кришна говорит также в Бхагавад-гите, что во всей деятельности просто зависит от меня. Work always under my protection. Всегда действуй под моей защитой. In such devotional service, И в таком преданном служении be fully conscious of me. будь полностью сознающим меня. And Prabhupada writes in the purport that for one to become a devotee of Krishna means that one should not think himself to be the lord of the material energy. That for one to become a devotee of Krishna, И Шрила Прабхупада пишет там в комментарии, что для того, чтобы стать преданным Кришне, one should not think oneself to be the lord of the material energy. человек прежде всего должен отождествить себя с этой позицией, что я господин материальной природы. Just like a servant, Я должен быть слугой one should work fully under the directions of the Supreme Master. и действовать полностью под руководством Верховного Господа. A servant, he has no affection for profit and loss. Как There's no attachment to profit or loss. So it's like that. Just repeating what it says about как, например, у слуги у него нету привязанности к победе или поражению, приобретению.
That's only a servant acting behalf unaffected by popular law. То есть слуга, действующий от имени своего Верховного Господа и Верховного Господина, на него никак не влияют потери или приобретения на этом пути. He simply discharges his duty faithfully under the order of the Supreme Lord. Он просто со всей искренностью и преданностью исполняет свои обязанности, выполняя указания Господа. Now the question is, if Krishna is not present before us, и теперь может возникнуть вопрос, если Кришна не присутствует здесь и сейчас перед нами, how do we know what Krishna wants us to do? Как же мы сможем узнать Его волю, что Он хочет от нас? So, that order of Krishna is also found in Bhagavad Gita. И точно так же эту волю Кришны, Его желание мы можем обнаружить в Бхагавад-гите. And it's also found from Krishna's representatives, as well as Krishna's representatives. И точно так же эту волю несет представитель Кришны. Now the question is, who actually is Krishna's representative? Может возникнуть еще один вопрос, а кого считать истинным представителем Кришны? The actual representative of Krishna is one who can fully represent Krishna. Этим человеком может быть только тот, кто полностью представляет Кришну. So that is not so easy. И это не так-то просто. That's like if you have an iron. Iron. What's that? Ну как, например, у меня есть железный пруд, So you put the iron into the fire. и я помещаю его в огонь, It becomes hotter and hotter and hotter. и он нагревается все больше. And then eventually it takes on the same quality as the fire does. И в конечном счете этот железный прутик обретает то же качество, что и огонь. So the actual representative of Krishna is one who is fully absorbed in Krishna consciousness. И точно так же истинный представитель Кришны это тот, кто полностью погружен в сознание Кришны. That's Prabhupada writes in the Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада пишет в читании Чаритамрити, That there are two different types of shiksha gurus. что есть два разных вида шикши-гуру. There is one for acharyam eva harye pujam yaksharayo peta yatadaneshu janyeshu sabhavad. Charyam vidaniyam nava manyate karichit na martya buddha suyete sarva deva guru. Sarva deva Mayo Guru. One should know the acharyas to be my very self. И в этих словах говорится, что человек должен понимать, что ачарья это я. Acharya mam vidaniyam nava martyata manyat karichet. So one should never disrespect the acharya. Также там сказано, что человек никогда не должен пренебрегать, выказывать неуважение к ачарье. Nasarva deva, nasarva martyat. What's that? No, it's the third line. Acharya mam vidaniyam nava manyate karichet. Namartya sarva devas. Namartya deva. So it's easier. The Martya Buddha Suyeta, one should not think that he's a person who dies. Человек не должен относиться к ачарье как к обычному смертному. Sarva Deva Mayo Guru. And he's the representative of all the demigods. Человек должен понимать, что ачарья представляет всех полубогов. So this is the actual acharya. Таков истинный ачарья. One who's actually situated in full consciousness of Krishna. Тот, кто действительно находится в полном сознании Кришны. It is said in the teachings of the Goswamis and Bhaktivinoda Thakur
В учениях Госвами Бхактиведанта рассказано, that one should see the Acharya either as the Srila Prabhupada ki jai, either as the representative of Lord Nityananda, что следует видеть Ачарью либо как представителя Господа Нитьянанды, or as a personal associate of Srimati Radharani. либо как близкого спутника Шримати Радхарани. So these things are not very easy to accomplish. И это не так-то легко сделать. And then Prabhupada writes, and then Krishnadas Kaviraj Goswami writes in the next verse, Prabhupada was fully absorbed in the mission of his spiritual master. Прабхупада был полностью поглощен миссией своего духовного учителя. That is, to utilize everything in Krishna's service. Это заключается в том, чтобы занять все и использовать все в сознании Кришны. Fully dedicated to preaching the mission of Lord Chaitanya. Быть полностью приверженным миссии проповеди Господа Чайтаньи. Or as Krishna says, or as it points out in 1866, Или как, например, сам Кришна говорит в Бхагавад-гите 18.66. Bhagavad Gita, 1866, that on the last two stages of surrender, Он говорит, что на последних двух этапах предания one of them is to have no interest except for Krishna's interest. это означает, что у человека нет другого интереса, кроме интереса Кришны. And to always feel oneself meek and humble. И также такой человек всегда ощущает себя очень смиренным и незначительным. If we look at Prabhupada's activities and his instructions, Если мы взглянем на то, как действовал Шрила Прабхупада и на его наставления, we can see that Prabhupada had no interest except for Krishna's interest. мы сможем увидеть, что у Шрилы Прабхупады не было никакого корыстного интереса, кроме интереса Кришны. He always felt himself to be meek and humble. И Шрила Прабхупада всегда считал себя очень маленьким, смиренным и незначительным. Therefore, although Prabhupada had so many representatives, Srila Prabhupada had so many representatives, И точно так же у Шрилы Прабхупады было множество представителей, or so many devotees who were trying to represent Prabhupada. или, так скажем, множество преданных, которые пытались представлять Шрилу Прабхупаду. But in the ISKCON at least, Но в Исконе, по крайней мере, that the most direct, our Acharya is Srila Prabhupada. Итак, снова скажем, наш Ачарья это Шрила Прабхупада. Not simply because he gave initiation, И не только потому, что он давал инициации, but he actually displayed the qualities of an Acharya. но он в действительности обладал и проявлял все качества Ачарьи. Not only just a real Acharya, not an ordinary Acharya, but not a official Acharya, but a real Acharya. Не просто качество какого-то формального Ачарьи, но настоящего Ачарьи. He was able to take Krishna consciousness to the Western world. Он смог принести сознание Кришны в западный мир. And actually get persons who have no idea about Krishna consciousness to participate in the activities of devotional service. И он смог привлечь людей, которые не имели никакого представления о преданном служении к деятельности в сознании Кришны. And then he brought Krishna consciousness back to India. И затем вновь он принес сознание Кришны в Индию. And encouraged even the Indians to take up Krishna consciousness. И вдохновил даже самих индусов вновь принять сознание Кришны. If we actually want to revive our relation with Krishna, Если мы в действительности хотим возродить наши отношения с Кришной, we have to take shelter of Prabhupada's instructions. мы должны принять прибежище в наставлениях Шрилы Прабхупады. Even we get instructions from our initiating guru, Даже если мы получаем какие-то наставления от нашего дикши-гуру, from our authorities, от старших вайшнавов they all have to, or from other Vaishnavas, или от любых других преданных, they all have to be understood through Prabhupada's instructions. все эти наставления должны быть поняты сквозь призму учения Шрилы Прабхупады. Now, if we don't know what Prabhupada's instructions are, Мы можем не знать в точности, каковы наставления Шрилы Прабхупады. then we'll probably be misdirected. Если мы не знаем эти наставления в достаточной степени, то мы можем быть легко сбиты с толку.
course, Prabhupada's instructions are not very difficult. И, конечно же, наставления Шрилы Прабхупады не такие уж и сложные. But, in one sense, it takes a lot of advancement to understand how simple they are. Но в каком-то смысле требуются очень большие усилия и продвижения для того, чтобы понять всю простоту, To actually accept them. для того, чтобы в действительности принять их. One problem И одна из проблем в том, is that we take things too easily. что мы воспринимаем иногда вещи слишком дешево. We assume that because the prasadam is good, Мы предполагаем, что вот, поскольку просад I have a вкусный, place to sleep, у меня есть здесь свое место, где я могу переночевать. I have whatever I want, Krishna is giving me, Кришна дает мне все, что я хочу. maybe even a house or a wife, Может быть, whatever. даже дом или жену, что-то еще. So I'm getting so much mercy from Krishna. Некоторые получают милость Кришны. But actually the real mercy is to become conscious of Krishna. Но на самом деле вся идея в том, чтобы стать сознающим Кришну. But we cannot become conscious of Krishna until we give up our attachment to these material things. Но мы никогда не сможем стать сознающим Его, пока не оставим все наши привязанности к этому миру. Until we actually want to become conscious of Krishna. Пока мы в действительности не захотим по-настоящему стать сознающими Кришну. But because we don't know what it's like to become conscious of Krishna, therefore we're not so much interested in it sometimes. Но поскольку мы не знаем в точности, как это выглядит, быть сознающим Кришну, часто мы не привлечены этой идеей в достаточной степени. We're happy to get our rounds done. Мы уже довольны, если вычитываем наши круги. We think, oh, it's so nice, I got my rounds done today. Мы думаем, о, ну здорово, я отчитал наконец сегодня. It was a very heavy task. Это было сложное задание для меня. But finally, I feel good that my last round has been chanted. Но наконец-то я чувствую себя хорошо. Мой последний круг закончен. But one who's conscious of Krishna, they can't stop chanting Hare Krishna. Но те, кто в действительности сознают Кришну, не могут прекратить воспевать святые имена. They don't want anything else but chanting Hare Krishna. Они не хотят ничего иного, кроме воспевания Харе Кришны. And even one who's not very conscious of Krishna, who's only on the level of, say, Nishta or Ruchi, they can't stop chanting Hare Krishna. И даже более того, не обязательно быть полностью сознающим Кришну. Человек на уровне Ништи или Ручи тоже не может оставить воспевание святых имен. Nishta is simply the beginning of liberation. Ништха — это не что иное, как начало освобождения. That we're actually aware that I'm not this body. Когда мы в действительности обретаем это сознание, что я не есть это тело. But we're not very much aware of Krishna. Но в этот момент мы еще не слишком сознаем самого Кришну. But one who knows he's not this body, his interest in material circumstances or his desiring different material circumstances diminishes. Но уже просто тот, кто не отождествляет себя с этим телом, его материальные желания и влияние обстоятельств, все это уходит. Narayana prasarage kutasana bibyati swaga apavarga narakeshu tuyapi darshnaha. That Chitraketu is glorified by, or Lord Shiva glorified the Vaishnavas of Mother Parvati. Как, например, Господь Шива прославляет вайшнавов перед Парвати. He said that the devotees, whether they're in heaven and hell, it doesn't make any difference to them. Он говорит, что для преданных нет никакой разницы, находятся ли они в раю или в аду. Because wherever they are, they're actually not in heaven and hell. They're situated in Krishna. Потому что где бы они ни находились, они пребывают в Кришне. Prahlad said, I'm not under the influence of the stars. И Прахлад Махарадж говорил, что на меня не влияют звезды. He said, I'm under Krishna's influence. На меня влияет только Кришна. So that's simply coming to the beginning stage of liberation. И это лишь начало освобождения. What to speak of when one can chant Hare Krishna and always feel Krishna's presence. Что же говорить о том состоянии, когда человек может воспевать святые имена и при этом постоянно чувствовать присутствие Кришны? That's just one step onto the spiritual platform. Это уже следующий шаг на духовную платформу. And if you multiply that thousands and millions of times, И если вы помножите это состояние на тысячи и миллионы раз,
one can actually experience Krishna's pastimes. то это то состояние, когда человек испытывает непосредственно игры Кришны. And if you multiply that by millions of times, И если вы помножите это также еще в миллионы раз, then one can actually experience and feel one's own relationship with Krishna. то это тот опыт, который получает человек в личных отношениях с Кришной. And if you multiply that millions of times, И если помножить это вновь в миллионы раз, it said that Baba is just one ray out of the sunshine of prema. как говорится, что Бхава это лишь один лучик солнца премы, Then one is actually engaged in Krishna's service. то в этом случае это то состояние, когда человек непосредственно занят служением Кришне. Therefore, to find a devotee who's actually engaged in Krishna's service, И поэтому найти преданного, который в действительности полностью поглощен служением Кришне. then we can be assured that whatever instruction he gives, Если мы встречаемся с таким преданным, то мы можем быть уверены, что любое его наставление, either personally or generally, обращенное лично к нам или общее наставление, is an instruction that will help us revive our relation with Krishna. то это наставление, которое непременно поможет нам возродить наши отношения с Кришной. We cannot understand how valuable that actually is. Зачастую мы не можем до конца понять, насколько все это ценно. But we can try and understand Но, по крайней мере, мы можем попробовать понять, by following the process as laid down by the Acharya. следуя процессу, изложенному ачарьями. One time Prabhupada was speaking to one devotee, this is 1966, in New York. Однажды в 1966 году Шрила Прабхупада общался с преданным, And there was one devotee who was, well, he was just a visitor to the ashram of, I forget what was the name of that ashram that Prabhupada was visiting. 66. Yeah, he was going 65, 66. He was visiting this Dr. Mishra's ashram. Шрила Прабхупада посещал в это время ашрам доктора Мишры, это было там. And there was one boy there, he was not very intelligent. И там был один юноша, обладающий не слишком большим разумом, But he was attracted to Srila Prabhupada. но при этом он был привлечен самим Шрилой Прабхупадой. So one time he asked Srila Prabhupada, can you give me the Hare Krishna mantra? И как-то раз этот юноша обратился к Шриле Прабхупаде: а можете ли вы дать мне Харе Кришна Can мантру? you write it out for me? Можете записать ее для меня? So Prabhupada wrote out the Hare Krishna mantra for him. Прабхупада записал And then he gave it to him. и передал ее ему. And he said, when Prabhupada gave me this piece of paper, Тогда юноша потом сказал, что когда Прабхупада дал мне этот кусочек бумаги, he gave it to me in a way that I actually felt he was giving me millions of dollars. он передал мне эту бумажку таким образом, что я действительно почувствовал, что это сейчас стоит миллионы долларов на самом деле. One is actually in Krishna consciousness, he understands the real value of things. Тот, кто находится в сознании Кришны, понимает истинную ценность всех этих вещей. That level of consciousness is very difficult to understand. И очень сложно понять такой уровень сознания. That Prabhupada did it, as it says, Shushusha Shraddhadanasya Vasudeva Kataruchi. Sushusho means to carry out the instructions of the previous Acharya. Как в этом стихе из Бхагаватам приводится слово «шушрушо», которое означает в точности следовать наставлениям ачарьи. And Shraddhadanasya Prabhupada translates with great care and attention. И слово «шрадданасья» Шрила Прабхупада переводит как следование с великим вниманием и почтением. Prabhupada, whatever he did for his spiritual master in Krishna, Все, что делал сам Шрила Прабхупада для своего духовного учителя и Кришны, he carried out with great care and great attention. он делал это с великим вниманием и почтением. So we have to also imbibe that same spirit. И точно так же мы должны пропитаться тем же самым настроением. It is not it is a very serious movement in one sense. В каком-то смысле все это очень серьезное движение.
I had the opportunity to be with Prabhupada I saw him first time I saw him in Buffalo, New York. Впервые я встретился со Шрилой Прабхупадой в Баффало, в Нью-Йорке. And then I saw him after that. The next time would have been in Dallas, Texas. И в следующий раз это было в Техасе, в Далласе. A number of times. И после этого еще был ряд случаев. I saw him in Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York. Мы встречались в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, Индии, Новом Вриндаване. And sometimes I had his association for sometimes a week at a time. Иногда мне посчастливилось быть с ним целую неделю вместе. But the first thing I saw was that when he came to Buffalo, that he was completely absorbed in meditation. Первое, что я обнаружил в Шриле Прабхупаде, когда встретился с ним в Баффало, это то, что он был полностью погружен в свою медитацию. And of course we can say many things about that, but whenever I was with Srila Prabhupada, that's the one thing I noticed, is he was not actually in the material world. He was actually he was in the spiritual world. Всегда, когда бы я ни был со Шрилой Прабхупадой вместе, я видел, что он находится не в материальном мире, а в духовном. And at the same time, he was perfectly here in the material world. И в то же самое время он в совершенстве присутствовал здесь и сейчас. He knew he was a perfect instrument for Lord Chaitanya. Он был совершенным инструментом в руках Господа And for his Чайтаньи spiritual master. и в руках своего духовного To учителя, preach Krishna consciousness. проповедуя сознание Кришны. And he never deviated from the instructions of the scriptures. Он никогда не отклонялся от наставлений священных писаний. When he was in Buffalo, he was talking to one friend of Krishna who had invited Rupanuga to come to Buffalo. И когда Шрила Прабхупада был в Баффало, он общался с одним из друзей нашего движения, который пригласил туда Рупанугу также. Rupanuga had opened the temple in Buffalo in 1968. Рупануга был преданным, который открыл храм в Баффало в 1968 году. And Prabhupada came to Buffalo in 1969. И в 1969 году в Баффало приехал уже сам Шрила Прабхупада. So I was sitting there, and Prabhupada was talking to, his name was Dr. Lau. И Шрила Прабхупада общался там с этим доктором Лау. I was sitting there. И я тоже присутствовал в этот момент. And Dr. Lau was expressing his doubts that Krishna could be God. И доктор Лау излагал свои сомнения в том, а действительно ли Кришна Бог. So Prabhupada said, well, the Vedas are like the mother. И Прабхупада сказал, знаете, Веды подобны матери. And the Vedas say that Krishna is God. И Веды утверждают, что Кришна и есть Бог. That if you want to know who your father is, you have to ask your mother. Точно так же, как если вы хотите узнать, кто является вашим отцом, вы должны обратиться к своей матери. And your mother, the Vedas, say that Krishna is God. И ваша мать, Веды, говорят, что Кришна Бог. But Dr. Lau could not accept this. Но доктор Лау не мог принять этот факт. So he again expressed his doubts. И вновь он выразил свои сомнения. And Prabhupada said, well, the Vedas are like your mother. Тогда Шрила Прабхупада повторил, Веды подобны твоей матери. And they say that the father is Krishna. И они говорят, что отцом является Кришна. Dr. Lau still couldn't accept. И вновь доктор Лау не смог принять это. So Prabhupada said, the Vedas are just like your mother. И тогда Прабхупада повторил вновь, Веды подобны твоей And they say матери. your father is Krishna. И они говорят, что твой отец это Кришна. Dr. Lau still couldn't accept. И доктор Лау снова не мог принять. So Prabhupada said, is there some prasadam we can give Dr. И тогда Прабхупада обратился к преданным, а есть ли у нас какой-то просад, чтобы угостить доктора Лау? Prabhupada didn't try to psychoanalyze Dr. Lau. И Прабхупада не пытался продолжать дальше какой-то анализ всего этого. If he couldn't accept something as obvious as that, Если он не мог принять настолько очевидные вещи, what would be the value of telling him anything more complicated? какой смысл обсуждать тогда что-то более сложное? I mean, if you think about it,
if you want to know who your father is, who's a better authority than your mother? Просто подумайте сами, если вы хотите узнать, кто ваш отец, кто может знать лучше об этом, чем ваша мать? And one who examines the Vedas И тот, кто изучает ведические писания, will find out that the Vedas have so much factual information. обнаружит там очень много фактической информации и знания. They talk about the entire creation, where it comes from, Там рассказывается о всем материальном творении, о том, откуда мы исходим, and how it works. как все это работает. So we want to find out who the actual source of this creation is. We have to accept the Vedas. И если мы хотим узнать, кто или что является источником всего бытия, мы должны обратиться к Ведам. And the Vedas say that Krishna is God. В Ведах говорится, что Кришна и есть Бог. So who could be a better authority than the Vedas? И таким образом, кто может быть лучшим авторитетом, чем Веды в этом вопросе? Similarly, Prabhupada's literature seems very simple to some. И таким же образом кому-то могут показаться книги Шрилы Прабхупады простыми. Just like Bhagavad Gita. Как, например, взять Бхагавад-гиту. Krishna says, Denosmin yata dehe kamaram yovanam jara yata dahantara praptira dhira statra namuyati. As the embodied soul is continually passing. Как, например, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что точно так же, как обусловлена душа, постоянно меняет тела в этой жизни. In a body, Она перемещается из тела в which is тело. going from boyhood to youth to old age. Из тела маленького ребенка вплоть до тела старика. So similarly, the soul will pass to another body at the time of death. И точно так же душа перемещается в новое тело в момент смерти. A self-realized soul is not bewildered by these changes. И для самоосознавшей себя души все это не сбивает ее с толку. So how many of us are bewildered by the changing of our body? Но кто из нас как-то входит в заблуждение всеми этими переменами? How many, anyone here is 100% sure that they're not their body? Кто-нибудь из присутствующих здесь уверен на 100%, что не является этим телом? How many are not 100% sure that you're not your Кто из body? вас не 100% уверен? When I first joined the movement, there was no internet. Когда я впервые присоединился к движению, тогда еще не было интернета, There were no mobile phones. не было мобильных телефонов, In our temple, we didn't even have a telephone. и вообще даже в нашем храме не было телефона. Only our temple president had one in his house. Только у президента нашего храма дома был один телефон. Back to Godhead came out once a month. Раз в месяц выходило очередное издание журнала Back to Godhead. Actually, there was hardly any communication. На самом деле в то время не было даже каких-то коммуникаций, общения такого. We only had, when I first joined, Prabhupada's original 3 Srimad Bhagavatam. Все, что у нас было, это первые 3 тома Шримад Бхагаватам, которые привез Шрила Прабхупада. Therefore, sometimes our temple president would call up the different temples to find out what Prabhupada was saying. Поэтому иногда наш президент храма звонил в другие разные храмы и спрашивал, о чем рассказывает вам Шрила Прабхупада. Because we had no tape recorder. У нас не было магнитофонов в то время, There were no classes. не было лекций. All we had was whatever, if we personally went to see Prabhupada, or if we heard from the devotees who had heard from Prabhupada. Все, что у нас было в то время, это либо личное общение со Шрилой Прабхупадой, либо то, что мы слышали от него через других. And Rupanuga would call up and say, what did Prabhupada say in his lecture? И Рупануга звонил по разным храмам и спрашивал, а о чем он рассказывал в своей лекции Шрила Прабхупада? And they'd say, Prabhupada is talking about how we're not this body. И им отвечали, Прабхупада рассказывает о том, что мы не являемся этим телом. Year after year, we're not this body. Год за годом одна и та же тема. Мы не есть это тело. And then gradually also Krishna is God. И точно так же о том, что Кришна это Бог. These things are not very easy to understand.
Но даже эти вещи не являются такими уж простыми для понимания. But unless we try to understand these things, we're missing the whole point. Но если мы даже не пытаемся понять эти вещи, то мы теряем все. We may do so many things. Мы можем делать столько всего. We may have so many difficulties, we may have so many successes. Мы можем встречаться со многими трудностями или наоборот обретать успех. But if we don't keep in mind that actually I'm not this body. Но если мы не сосредоточены на идее, что я не являюсь этим телом, And that I'm actually supposed to be an instrument for Krishna. и на том, что в действительности я должен быть инструментом в руках Кришны, By following the words coming down in disciple succession, следуя за наставлениями, которые приходят по цепи учителей, then we've just missed the point. это значит, что мы теряем суть вещей. Or on the positive side, if we actually take shelter of the words coming in disciple succession, И если посмотреть с другой стороны, если мы по-настоящему принимаем прибежище в наставлениях ученической преемственности, then the result will be that we're actually absorbed in trying to please Krishna. то следствием этого будет, что мы будем по-настоящему погружены в желание удовлетворить Кришну. And that pleasing Krishna means, as Prabhupada once wrote to me, И что значит удовлетворить Кришну? Шрила Прабхупада как-то написал мне лично об этом. to spread Krishna's glories all over the world. Это означает распространять славу Кришны по всему миру. Not our glories, Не нашу личную славу, not our material development, не наше материальное развитие, not our safety or anything else, but actually to try to make Krishna glorious. наша безопасность или еще что-то. Нет, идея должна быть в том, чтобы распространять славу Кришны. So if that's our objective before we do the activity, Это должно быть нашей целью во всякой деятельности. then the result is we'll actually become gradually conscious of Krishna. И результатом всего это будет то, что мы постепенно будем обретать сознание Кришны. Because Krishna will reveal himself to us. Кришна будет раскрывать себя перед нами. It is not what we're doing И that makes Krishna reveal himself to us. вовсе не то, что мы делаем, само по себе раскрывает Кришну, проявляет его. It's actually our sincere desire to try to please him. Что и играет какое-то значение, это наше искреннее желание удовлетворить Кришну. So unless we're conscious of that, we could just miss that. Если мы не осознаем эти вещи, то мы теряем суть. The material world means we're more or less asleep. Материальный мир сам по себе означает, что мы так или иначе спим. We're in a condition of almost like a comatose condition. Мы находимся почти что в коматозном состоянии. But we're just like a worm living in stool. Мы подобны червяку, который живет в каких-то экскрементах. A worm who's in stool, they think, oh, this is very nice. И этот червяк может думать, да в принципе все хорошо. It's warm in here, Здесь тепло, free food, бесплатная пища. I can sleep as much as I like. Я могу спать сколько хочу. There's many other beautiful worms in the stool with me. Здесь также еще очень много разных красивых червячков. What more can any worm want? Что еще может червяк желать? So we're not feeling anxiety like to become Krishna conscious. И когда я действительно чувствую обеспокоенность стать сознающим Кришну, Like Lord Chaitanya Mahaprabhu. как Господь Чайтанья, Or we're not feeling anxiety to spread Krishna consciousness. или когда я обеспокоен идеей распространения сознания Кришны. It's just a sign of how dull we are. Если у меня этого нету, то это символ того, что я все еще сплю. But one who knows he's in that condition, Но тот, кто знает, что он пребывает в этом состоянии, then they should take the medicine они должны принять лекарство so that we can wake up again. Для того, чтобы проснуться вновь. And that medicine is the example and instructions coming in our disciple succession. И это лекарство, это не что иное, как пример и наставление нашей ученической преемственности. Of which Srila Prabhupada's example and instructions are paramount. Наставление и пример Шрилы Прабхупады – это основа всего. Chant Hare Krishna, Воспевать Харе Кришна, but chant Hare Krishna without offense. но воспевать их без оскорблений. One time I was with Srila Prabhupada and he was speaking to another devotee myself for a few hours.
Однажды Шрила Прабхупада общался с одним преданным и со мной несколько часов. And every once in a while he'd stop speaking. И периодически он останавливался, переставал говорить. Pick up his beads Он брал свои четки and start to chant Hare Krishna. и начинал воспевать Харе Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he said, if you have any time, then chant Hare Krishna. Он сказал, если у вас есть какое-то свободное время, воспевайте Харе Кришна. I was with Prabhupada for a week. Как-то раз я был со Шрилой Прабхупадой целую неделю, He never talked about the pastimes of Radha and Krishna. и за все это время он ни разу не упомянул о играх Рады и Кришны. He just gave us practical instructions how to chant Hare Krishna. Все, о чем он говорил, это практические наставления, как повторять Харе Кришна. The first time when I joined the movement, they made me two things immediately when I moved into the temple. Когда я впервые такой присоединился к храму, сразу произошло две вещи. They made me the head pujari Меня назначили главным пуджари and the treasurer. и также казначеем. But I didn't even know who the deities were. Но в то время я даже толком не понимал, кто такие божества. There were three figures on this bookshelf. Такие три фигурки на шкафу. And before he left, Burjan had built an altar for them. И прежде чем Burjan was a devotee in the temple, and before he left to go, he went somewhere else. He built a bookshelf for these deities. Ну так или иначе, Буриджан Прабху сделал алтарь для этого храма. And I asked him, who are these three figures? И я задал тогда вопрос, а что это за три фигурки? And he said, I don't know. Он сказал, да я не знаю сам. But anyhow, I was the head pujari. We did. Но я уже тогда был главным пуджари. So the first time Prabhupada arrived in Bhattilo in April of 1969. Итак, когда Шрила Прабхупада впервые приехал в Баффало в апреле 1969 года, and he was living in our temple president's apartment. и он остановился в квартире президента нашего храма, I went up to see Srila Prabhupada. Я отправился, чтобы получить его даршан. And the first thing he did, his servant was bringing in the deities tray. Prabhupada had Radha and Krishna there. И Prabhupada was traveling with Radha and Krishna. Шрила Прабхупада путешествовал со своими божествами Рады и Кришны. And so when I went in to see Srila Prabhupada, he said, how do you like my deities? Когда я пришел к Прабхупаде, он задал мне вопрос, ну, как тебе нравятся мои божества? At that time I needed glasses. В это время я пользовался очками. So I didn't bring them with me. И не взял их тогда с собой. So the deities are actually a little far away, so I couldn't quite see them, but I figured they were probably very nice. Эти божества были на каком-то расстоянии, я не смог их точно разглядеть, но понял, что в принципе красивые божества. They said, oh, they're very nice too. Я сказал, At that time, очень Prabhupada здорово. was Swamiji. В это время мы еще назвали Прабхупаду Свамиджи. And then Purushottam brought in the tray, the arti tray. Purushottam, who was his servant, brought in the arti tray. И преданный, который служил тогда Шриле Прабхупаде, он принес поднос для проведения арати. And Prabhupada took one look at the tray and said, that's not clean. И Прабхупада, взглянув на этот поднос, ответил, но он же не чист. You should go and clean it. Ты должен вновь пойти и привести все в порядок. So then I learned you're supposed to be clean. И тогда я понял этот принцип, что должно быть все чисто, оказывается. There are many things. These things, probably one time, this I think 1975, I was the temple president at that time. Как был другой случай, в 1975 году я уже был президентом храма.
And probably received a letter in the mail. И к нам пришло письмо по почте. And it said, I've disbanded the GBC. Temporarily, I've disbanded the GBC. И Шрила Прабхупада написал нам, что временно я распускаю GBC. And any further instructions you should take from me. И все наставления вы должны получать только лично от меня. Prabhupada had sent this letter to all the temple presidents in the movement. Прабхупада разослал это письмо всем президентам храмов в движении. Later on we learned that there was a meeting. There was no agenda. Там не было повестки дня. And he said this is all foolish. Поэтому это все глупость какая-то. And then he wrote one letter to one of the GBC members. И затем он написал письмо одному из членов GBC. He said, you're making all these big plans. И сказал, вот вы сейчас делаете все эти большие планы. Centralize this, centralize that. Централизовать это, то. But the important things you don't cover. Но вы почему-то утрачиваете самую главную вещь. That I see that before they eat prasad, the devotees don't wash their hands. Я, например, вижу, что преданные, прежде чем вкусить прасад, часто не моют свои руки. You know, they look at their hands and say, oh, pretty clean. Они смотрят на свои руки, ну, в принципе, I чисто. think I washed them yesterday. По-моему, я вчера мыл их уже. So why don't you talk about important things like this? Почему же вы не говорите о действительно важных вещах, подобных этой? So we have some idea what's important. У нас есть свои представления о том, что важно, что нет. But Prabhupada had another idea what was important. Но у Прабхупады были другие представления. Prabhupada stuck to Krishna consciousness. Прабхупада начал это движение сознания Кришны. And to the process of Krishna consciousness. И дал этот процесс сознания Кришны. And the more we take shelter of Prabhupada's instructions, and the more we'll stick to it also. И чем больше мы принимаем прибежище в наставлениях Шрилы Прабхупады, тем больше мы будем соприкасаться и с самим процессом, принимать в нем прибежище. That Prabhupada is, well, he was serious about Krishna consciousness. Прабхупада был очень серьезен в отношении сознания Кришны. And we associate with his books. И если мы продолжаем общаться с его книгами, We associate with his mission. мы общаемся с его миссией, We associate with those who are serious about his mission. общаемся с теми, кто серьезен в отношении этой миссии. Then we'll also become serious about his mission. Тогда и мы тоже обретем эту нужную серьезность. And when Krishna sees we're serious, then he'll gradually reveal himself to us. И когда Кришна обнаружит в нас эту серьезность, постепенно он начнет проявляться перед нами. Then gradually we'll understand what actually is the spiritual world. И тогда постепенно к нам придет понимание, каков духовный мир на самом деле, и что это. People are talking about love, Люди любят говорить о любви, knowledge, знании, peace, мире. but these things have to be revealed to us. Но все это должно открыться для нас. We have a little love, У нас может быть какая-то незначительная любовь. but that little bit of love can only be understood properly Но даже эта незначительная любовь может быть понята, when the oceans of love reveal themselves to us. когда океан любви раскрывается перед нами. Then we'll understand what the value of our little bit of love is. И тогда мы сможем понять истинную цену нашей этой крупички любви. When we experience the oceans of love. Тогда, когда мы обретем опыт океана. And that will be revealed to us as much as we become serious about executing the mission. И все это проявится перед нами в той степени, в которой мы развиваем серьезность в отношении миссии. Of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Миссии Господа Чайтаньи Махапрабху. As it comes down through the civil succession. Такой, какая она приходит по цепи духовных Based on учителей. the instructions of our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhактиведантой Свами Прабхупадой. Основанная на наставлениях нашего ачарья-основателя Ачарьи Бхактиведантой Свами Прабхупады. Of course, we can say we can say some instruction or my association with Srila Prabhupada. Мы можем поговорить о некоторых наставлениях, личных наставлениях Шрилы Прабхупады мне. But one thing I noticed Но самое главное, что я обнаружил, is that
everyone when I was with Srila Prabhupada directly or personally, что любой человек, который непосредственно встречался со Шрилой Прабхупадой, we all understood and experienced Prabhupada according to our level of consciousness. всегда понимал Шрилу Прабхупаду в соответствии со своим уровнем сознания. I had rather very encouraging experiences associated with Prabhupada. Для меня опыт общения со Шрилой Прабхупадой был всегда очень вдохновляющим. And some of my god brothers, И некоторые из моих духовных братьев, they didn't seem to experience the same thing I was experiencing sometimes. я видел, что они часто не имеют того же опыта, что получаю я в общении со Шрилой Прабхупадой. But my mood was of great awe and reverence. Мое настроение и отношение к Прабхупаде было всегда великое почтение, уважение. I remember one time we were going to an engagement, and we were going to a college engagement. Я помню, как-то раз мы отправились проповедовать в колледж. And on the way back, I was in the car ahead of Srila Prabhupada. И возвращаясь обратно, мы ехали в машине, и я сидел на переднем сиденье, а сзади был Прабхупада. And the cars were traveling together, so every once in a while I'd see Srila Prabhupada. И мы все ехали вместе, и все мы могли наблюдать за Шрилой Прабхупадой. So every time I saw Prabhupada, I'd offer my obeisances. Каждый раз, когда Шрила Прабхупада попадал в поле моего зрения, я приносил свои поклоны. So dozens and dozens of times I was offering my obeisances. Десятки и десятки раз я приносил ему поклоны. And the devotees told me when they were in Prabhupada, who were traveling with Prabhupada, his servant. И слуга Шрилы Прабхупады сказал мне, they said Prabhupada was chuckling, watching me pay obeisances. Что Прабхупада все время смеялся, наблюдая за тобой. One time we were going on an engagement. Как-то раз мы ехали с другой проповедью. And as usual, his servants were all late. И как обычно, слуги Прабхупады опоздали. So I was standing there outside, and Prabhupada walked up to me. И Прабхупада стоял уже готовый на улице, и он подошел ко мне. So I was in great awe and reverence. So И я был в этом настроении почтения, такого ужаса даже. Prabhupada just looked at me and said, well, "How are you doing today?" И Прабхупада просто подошел и спросил, ну, а как твои дела сегодня? I said, "Oh, I'm doing all right." Ой, да все хорошо. Спасибо, Прабхупада. So Prabhupada, and then every time I asked Prabhupada a question, каждый раз, когда я задавал Шриле Прабхупаде вопрос, Prabhupada would always answer the question very sarcastically. Прабхупада отвечал на него всегда с сарказмом. One time I asked Prabhupada, I said, Prabhupada, can I eat as much prasadam as I want? Как-то раз я спросил его, Шрила Прабхупада, а могу ли я есть прасад без конца, сколько мне хочется? And Prabhupada looked at me. Прабхупада взглянул на меня and he just started to laugh. и просто начал смеяться. He said, you can eat as much as you Он want, сказал, да, ты можешь кушать столько, сколько хочешь, but don't fill yourself up to here. но не наполняй себя вот до горла. And he just started to laugh. И все стали смеяться. And one time I asked Prabhupada, I said, Prabhupada, if Krishna wants me to do something, or if Krishna doesn't want me to do something, how will I know what Krishna wants me to do? И как-то раз я задал другой вопрос. Шрила Прабхупада, как я могу понять вообще, что Кришна хочет от меня, чтобы я делал или чтобы что-то не делал? So Prabhupada looked at me И Прабхупада снова and just посмотрел started на to меня laugh. и просто начал смеяться. He said, you won't know what to do. You won't know what to do. И Шрила Прабхупада сказал, а ты не узнаешь, что надо He делать. said, you'll do the wrong thing. Ты наверняка сделаешь все неправильно. And they just started to laugh more. И все начали смеяться еще больше. And everyone else started to laugh too. Шрила Прабхупада больше стал смеяться, все остальные. And then Srila Prabhupada gave me this look of compassion Затем Шрила Прабхупада взглянул на меня с большим состраданием. that I understood Prabhupada was not laughing the same way everyone else was laughing. И я понял, что Шрила Прабхупада смеется совсем по-другому, чем все остальные. All I can say is that unless we actually become on the same level of Srila Prabhupada, it is not really possible to understand him very clearly. Все, что я могу сказать, это то, что мы никогда не сможем понять Шрилу Прабхупаду в точности, во всей полноте, пока мы не достигнем его уровня.
that he was on the same level as the Srimati Radharani and Lord Nityananda. Он был на том же уровне, что и Шримати Радхарани и Господь Нитянанда. Therefore, we cannot really understand his actual feelings. Поэтому мы никогда не сможем по-настоящему понять его внутренние чувства. But he was trying to bring everyone he came in contact back to Krishna. Но Шрила Прабхупада всегда старался любого, с кем он соприкасался, вернуть обратно к Кришне. He was in the mood of absolutely being their servant. Он находился всегда в настроении слуг живых существ, Trying to help them become aware of their relation with Krishna again. пытаясь помочь им вновь возродить отношения с Кришной. And Srila Prabhupada is still available. И Шрила Прабхупада до сих пор с нами. He's still, the deity is not different. His deity is not different from him. Его божество не отлично от него самого. Just as if we were advanced enough, we can talk to the deity on the altar. Конечно, если бы мы были бы достаточно продвинуты, мы могли бы общаться с божеством на алтаре непосредственно. And if we're advanced enough, we can talk to Srila Prabhupada on the Vyasa also. Yes, right here. И точно так же со Шрилой Прабхупадой, который присутствует на Вьясасане. He's just as present in his deity form as he was when he was personally present. Он присутствует в своем божестве точно так же, как он и присутствовал в своей форме изначальной. Just a question of our consciousness, Это лишь вопрос нашего сознания. how we see and accept him. Как мы видим Шрилу Прабхупаду, как мы принимаем его. But he hears, if we talk to him, we offer him our prayers. Если мы обращаемся к Шриле Прабхупаде, обращаем к нему наши молитвы, He's capable of fulfilling our prayers, even now. он может отвечать на них даже сейчас. He's capable of giving us instructions, Он может давать нам личные наставления, especially through his books, и в особенности через свои книги, and also through his representatives. а также через своих представителей. But we should know that Prabhupada's only mission is to help us become aware of our relation with Krishna. И мы всегда должны помнить, что единственная миссия Шрилы Прабхупады – это сделать нас сознающими свою миссию по отношению к Кришне. And he actually understands the value of that. И Шрила Прабхупада – это тот, кто действительно знает цену всему этому. And hopefully, by following his instructions, gradually we'll understand the value of that also. Мы надеемся, что, следуя его наставлениям, мы точно так же сможем понять все это. How to understand our relation with Krishna and with Krishna's eternal servants. Как понять отношения с Кришной и наши отношения с его вечными слугами. And even with his servants are not so liberated. И даже с его слугами, которые, может быть, сейчас еще не слишком находятся в And even with the освобожденном people who are состоянии. innocent. Как нам относиться с людьми, которые невинны, And even with the people who are against Krishna. и даже с теми, кто противится Кришне. How to develop the proper understanding, the proper mood. Как обрести правильное понимание и настроение. How to actually render service to every living entity. Как научиться быть слугой для всех живых существ. And how to render service to Krishna. И как служить Кришне. So, sorry for taking so long. Простите, что мы так долго говорили. Thank you very much, Spasiba.